Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Полина. Когда женщина творит, все идет в дело. Подготовим материал для творчества, мелкие обрезки и кромки от ткани. На вспомогательной плотной ткани нарисуем контур рисунка и будем его заполнять мелкими кусочками. В работу идут кромки. У них один край плотный, его не надо обрабатывать и подгибать. Делаем несколько таких фантазийных заготовок. Джинсовые квадратики готовим размером 21 на 21 сантиметр. В центр укладываем кусок вспомогательного материала. Я решила взять клеевой флизелин. На лицевую сторону джинсовой заготовки укладываем его клеящей стороной наверх. Закалываем булавочками. Рисуем контур и прокладываем строчку. А сейчас очень аккуратно вырежем эту внутреннюю часть, оставив припуск около 5 мм. Сделаем надсечки и отвернем флизелин на изнаночную сторону. Иголкой с ниткой закрепим край, чтобы он ровно лежал. Теперь эту рамку хорошо проутюжим. И смотрите, какое чудо! Наши невнятные композиции становятся произведением искусства. Речка, зеленый луг, пылающее сердце. Все заготовки сошьем в одно полотно. Но картинка мне кажется неполной, чего-то не хватает. Чуть раньше я шила подставку под кружку, Валентинку. Естественно, шила ее из лоскутков. Вырезала из бумаги выкройку, контур сердечка, а лицевую часть соберем из двух тканей, красной и красной в белый горох. Сошьем их вместе. Место соединения закроем кусочком кружева. На кусочек синтепона уложим в лицевую сторону, сверху деталь изнаночной стороны. Прошьем по контуру, оставив отверстие для выворачивания. И остается только украсить лицевую сторону. По краю пришить кружево, из ленты сделать бантик и закрыть декоративной пуговицей. А сейчас это сердце будет как раз кстати. Каждое утро я говорю себе: подъем, красавица, нас ждут великие дела. Но внутренний голос шепчет, что если ждут, значит любят, а если любят, то подождут. Будем доводить до ума эту заготовку. Все бы хорошо, но у меня нет пока новых старых джинсов. Есть только какие-то обрезки и отшметки. Еще есть куски мебельной ткани подходящего цвета. Не будьте на нас в обиде, лавровый венок в разобранном виде. Следы клея с мебельной ткани очень сложно удалить. Даже не буду это делать, просто отрежу эти места. Но хорошо, что из всех тканей можно нарезать полоски с шириной 10 сантиметров. Готовим такие кирпичики, сколько получится. В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче. Не спи, замерзнешь. Разложим кирпичики в том порядке, который нравится. Размер сделаем немного больше, чем нужно. У нас была и джинсовая, и мебельная ткань. Все они очень плотные. Если шить как обычно, то получатся очень толстые швы и соединения. Попробуем что-нибудь придумать. Думаю, что самый лучший вариант – сделать соединение витражи через бейки. Витражи сделаю по другому способу, не так, как я показывала раньше. Для этого воспользуемся куском клеевого флизелина и на него перенесем все наши заготовки. Зафиксируем утюгом все детали, но надо работать осторожно, потому что джинсовая ткань – это хлопок,
а мебельная – синтетика. Для соединения нам понадобится бейка, простая, прямая, чтобы она не тянулась. Как заготовить сразу много бейки? Нарежем полоски шириной 3 см. Ровно уложим на гладильной поверхности изнаночной стороной наверх. Край подогнем внутрь и прижмем один конец бейки булавочкой. Естественно, так, чтобы не зацепить саму бейку. На расстоянии 15-20 см установим другой ограничитель, еще одну булавочку. А теперь утюгом зафиксируем этот сгиб. Поправим ткань и немного подтянем готовую бейку. При таком способе работы можно очень легко и быстро приготовить много бейки про запас, а потом использовать по мере необходимости. Приступаем к работе. Первым делом надо закрыть короткие срезы соединения. Для этого нарежем нужное количество кусочков бейки. При работе за швейной машинкой бейку укладываем строго на место стыковки деталей и просто прямой строчкой пришиваем ее с двух сторон. Не обязательно каждый раз обрывать нитки, можно прошить по краю, свободному полю и подобраться к следующему соединению. После того, как закрыли все короткие срезы, приступим к маскировке длинных рядов. Бейки укладываем и пришиваем так же, как и раньше. Деталь специально сделала немного больше. Легче убрать лишнее, чем кусать локти, если не хватит размера. И смотрите, что получается на изнанке. Все ткани ровно лежат, все срезы закрыты. На лицевую сторону пришьем уже готовую валентинку простой строчкой по контуру и добавим еще декоративный элемент – нашивку от старых джинсов. Пусть будет. Деталь для обратной стороны подушки подровняем, размер 42 на 42 сантиметра. На нее лицом к лицу уложим деталь лицевой стороны подушки. Обе детали соединим между собой. Прошьем по периметру, оставив отверстие для выворачивания. Сразу же можно обработать внутренние швы зигзагом. Подрежем лишнюю ткань в уголках и вывернем заготовку. Остается только набить нашу подушку и зашить отверстие. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. С одной стороны кирпичная кладка, а с другой сплошная любовь, романтика и позитив. Хочется эту подушку назвать «Все, что я люблю». Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное, это родина моя. Всех люблю на свете я. Да, вы правы. Это стихотворение Владимира Орлова звучало в фильме «Брат 2». Я довольная. И красивая подушечка готова, и от целой кучи обрезков избавилась, и НЛО улетела. НЛО – незаконченный лоскутный объект. А у меня их много копится. Надо бы еще на эту базу НЛО наведаться, может, еще какой-нибудь в жизнь запущу. А вы пишите комментарии, ставьте классы. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!